Румыния – государство в Юго-Восточной Европе с населением более 19 миллионов человек, которое граничит с Украиной, Молдавией, Венгрией, Сербией и Болгарией. Эта страна является отличным примером американо-китайского геополитического соперничества. На территории Румынии находится главный офис Huawei в Юго-Восточной Европе, а также американская военная база и их элементы системы ПРО. США активно используют базу Кемпия Турзи для противостояния России. Например, в начале 2021 года Пентагон отправил туда 90 пилотов и неизвестное количество дронов, а на саму базу в 2009 году было потрачено более 50 миллионов долларов. Москва, в свою очередь, продает вооружение соседней Сербии, которая является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Таким образом, учитывая, что Румыния граничит с Россией по Черному морю, она имеет важное значение для США и стран НАТО. В свою очередь, у Китая имеется серьезный интерес к ядерной промышленности Румынии. В частности, речь идет о городе Черноводы, в котором располагается одноименная атомная электростанция, первая и единственная румынская АЭС, построенная еще во времена Николая Чаушеску. На данный момент там функционируют лишь 2 реактора, которые, тем не менее, обеспечивают 20% потребляемой Румынией энергии. Однако есть еще 2 недостроенных реактора, которыми с 2009 по 2013 год занимались западные компании в сотрудничестве с румынской Nuclear Electrica. После того, как западные компании покинули этот рынок из-за мирового финансового кризиса, образовавшийся вакуум мгновенно занял Китай. В 2013 году китайская General Nuclear Power подписала с правительством Румынии протокол о намерениях, а уже через год выиграла открытый тендер в качестве единственного участника. Сотрудничество с Румынией – это начало долгосрочного процесса китайского ядерного экспорта в Юго-Восточную Европу, который по замыслу Пекина впоследствии должен вывести оттуда иностранные технологии. Например, сейчас в Румынии используют канадскую технологию Candu-6. Кроме того, китайский ядерный экспорт является частью инициативы Made in China 2025. Она заключается в том, что к 2025 году китайцы должны стать лидерами во всех передовых направлениях – аэрокосмические технологии, искусственный интеллект и робототехника, тем самым оставив в прошлом стереотип о китайском ширпотребе. Помимо Румынии, ядерный экспорт уже запущен в форме инвестиций в атомную электростанцию Hinkley Point в Великобритании, где КНР обладает 33% акций. США очень обеспокоены подобным положением дел и всячески пытаются противодействовать распространению китайских технологий. Из-за этого на территории Румынии развернулось настоящее геополитическое противостояние 2 глобальных держав. В августе 2019 года, во время визита президента Румынии Клауса Йоханниса в Вашингтон, страны подписали меморандум о взаимопонимании в отношении технологии 5G, которую с китайской стороны продвигает Huawei. Румыния согласилась ограничить доступ любого иностранного поставщика 5G, чья деятельность находится под контролем иностранного правительства и не является полностью прозрачной. Под этим, естественно, подразумевается именно китайский технологический гигант. Кроме того, американцы развернули большую кампанию, направленную против китайского участия в румынской атомной энергетике. В августе 2019 года Соединенные Штаты занесли General Nuclear Power в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже в пользу китайского генерального штаба. После этого между США и Румынией произошло несколько раундов закулисных переговоров, и в мае 2020 года Румыния объявила о расторжении договора с General Nuclear Power. 9 октября 2020 года США и Румыния подписали проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве 2 дополнительных реакторов на атомной электростанции Черноводы, а также в реконструкции энергоблока номер 1. Таким образом, китайские интересы на территории были сильно подорваны. Друзья, изучение международных отношений невозможно без хорошего знания истории. Мы знаем, что многие наши подписчики будут сдавать ЕГЭ, в том числе и по этому предмету. Элли Смит – преподаватель ЕГЭ по истории в онлайн-образовании уже 4 года и сама сдала ЕГЭ на 100 баллов. В прошлом году она подготовила 103 100-бальника, то есть каждый 6-й 100-бальник в стране готовился у нее. На своем YouTube-канале она помогает готовиться к ЕГЭ абсолютно бесплатно.
Материалы Элли Смит будут интересны и тем, кто просто интересуется историей. На канале есть огромное количество материалов по истории России, которые объяснены простым языком. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и изучайте одну из самых интересных наук. Соперничество США – не единственная проблема китайских компаний на территории Европейского Союза, членом которого Румыния является с 2007 года. Здесь очень большую роль играет их репутация, которая по меркам европейских стран за последние несколько лет была серьезно запятнана. Европейский Союз категорически против иностранных инвестиций в критическую инфраструктуру Европы, так как, по мнению Еврокомиссии, сотрудничество с Китаем провоцирует развитие коррупции и абсолютно не соответствует экологическому законодательству ЕС. Для того, чтобы бороться с попытками КНР проникнуть в экономическое пространство ЕС, Еврокомиссия в апреле 2020 года запустила механизм проверки прямых иностранных инвестиций, очень похожий на американский Committee on Foreign Investment in the United States, работающий для обеспечения национальной безопасности США. Мы сняли этот выпуск в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать вам, что Китай – это не всесильное государство. Говорить о китайском доминировании и его преобладании над Западом еще очень рано. Кроме того, китайские инвестиции в страны ЕС упали почти на 33%, во многом из-за растущего недоверия европейцев к Пекину. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Также по ссылке в описании вы можете перейти в наш Telegram или оформить спонсорскую подписку и получить доступ к эксклюзивному контенту, стримам, еженедельным дайджестам и уникальным документам. До новых встреч!